Вітаю, я Світлана, і я запрошую в свій сад. Будемо милуватися квітуванням півонії. Першу частину я вже робила видео, а это вторая часть, на которой мы посмотрим средние и поздние сорта. Некоторые сорта я не показываю в этом году, потому что цвели они не очень хорошо, но полюбоваться красотой будет чем. У нас очень холодно, ветрено, дождливо, поэтому мы будем смотреть красивые пионы сезона 2025 год. Расцвели и новые сорта, и очень удивил один огромный розовый пион. Вот этот. О нем я расскажу позже. Ну а пока начнем. Идемте. Первая часть цветения пионов, которую я делала видео, показал нам интересные и красивые сорта. Вот этот сорт Common Performance, который цветет возле пузыреплодника. И аллея с пионами, где у меня посажены и бабушкины сорта, и новые. Вот так она выглядела до начала цветения. А сейчас мы посмотрим все пионы, которые тут процвели. Это Coral Sunset, уже меняет окраску, осыпается. Он самый первый радует нас. Большие рослые кусты, все связаны, потому что, или композитную арматуру я ставила, потому что у нас погода настолько переменчивая. В день может быть 5-10 раз дождь, между ним солнце или ветер. Ветер был очень сильный, я боялась, что их переломает. Специальные опоры не ставила на них, ставила только композитную арматуру. Или в крайнем случае бечевкой, пеньковой веревкой связывала. Первый сорт, который я хотела вам показать, так и не определили мы. Этикетку красивую с названием я выбросила, потому что не планировала про сад про свой рассказывать. А вырос вот такой шикарный куст. Просьба, если кто узнал потеряшку, напишите в комментариях. Куст очень рослый, полумахровый, распускается розовым, а потом нежно-розовым. Блики небольшие есть, боковые бутоны. Сорт ароматный. Куст нарос очень быстро и красивый. Нравится мне. Пышный такой, богатый куст. Следующий сорт пион Владислава. Расцвел первый раз. Такой скромный цветочек, очень яркий. Это патиопион, довольно компактный куст. Нет, там 2 цветочка у меня расцвело, по-моему, у него. Такие малиновые лепестки и много желтых таких видоизмененных стаминодий. Вот такой он. Куст компактный. Цветок сам небольшой. До 14, наверное, сантиметров. Патиопионы, их же можно и в горшках. Кстати, рассмотрю этот вариант, когда делить буду. Посажен у меня прямо возле бордюра. Хорошенький. Такой слегка ароматный. Пион понравился. Форма анимоновидная. И следующий пион, который я хотела вам показать, цветение его, это Gladys Hudson. Сорт выведен довольно давно, в 1961 году. Я когда покупала, выбирала на свой вкус, на свой цвет. Я люблю такие тона. Он как пудрового цвета. Белый, кремовый, пудровый.
Ну, потом, конечно, выгорает постепенно и становится кремовым. Очень много у него бутонов, но особо красив он, когда только начинает цветение. В центре такие малиновые мазки у него. Вот этот цвет, цвет пудры, невероятно хорош, ароматен, крепкие довольно стебли у него. Если бы не вот такие сумасшедшие ветра, как у нас погода в этом году, он стоит вообще-то сам. Нарос хорошо, и я его уже поделила 2 раза. Вот такая она, Глэдис Хадсон. Пион нравится. Следующий пион, который хотела показать вам, сорт не определен. Расцвел в этом году 1 раз. Такая бомбовидная середина, малиново-фуксиевый, даже больше фуксиевого цвета. Что за сорт, не знаю. Куст среднерослый, небольшой. И цветочки сами небольшие. Если кто-то узнал, подскажите мне. Эва там вместе со мной ходила, снимала цветы. Когда он раскрывается, он, конечно, больше. Вот эта серединка становится, как бы приподнимается. Ну и мое удивление, у меня расцвел Coral Charm. Я думала, у меня все 5 кустиков Coral Sunset. Но расцвел позже. Как помните, я вам рассказывала отличие Coral Charm. Coral Charm цветет немножко позже. Форма цветка другая у него, видите, лепестки сложены. Я сейчас вам покажу близко и Coral Charm, и Coral Sunset, и вы увидите разницу. И больше стаминодий, видите, сколько желтых стаминодий. Всего 2 цветка у меня было. Он у меня, по-моему, в прошлом году не цвел, потому что, я не помню такого цветка. В этом году у меня, кстати, 1 пион до сих пор на бутонах еще не расцвел. Я думала, они совсем не будут цвести. Нет. А вот и разница Coral Charm и Coral Sunset. У Coral Sunset, вот я немножко вам его покажу, хоть уже и показывала, больше цветок, пышнее, более резные лепестки. А стаминодий, смотрите, как мало. А у Coral Charm стаминодий много. И лепестки как бы закрывают середину. И разница в чем? Coral Charm резко раз и весь выгорает, а Coral Sunset из середины начинает светлеть. Ну и следующий пион, который вы знаете, это Festiva Maxima. Белый и с малиновыми мазками. Очень ароматный, высокий довольно, до 130 сантиметров. И вот эти розовые мазки не обязательно в центре. Видите, они могут и по краю лепесточков быть. Это отличительная черта этого сорта белого. Вот такой он большой. Он у меня куст тоже поделен. Когда кустик молодой, сильно огромных цветов не ждите. Вот эти блики розовые, видите, они не обязательно ровно по центру могут быть, так как визитная карточка этого сорта. И зацвел красавчик 1 раз Генри Бокстас. Он у меня высажен осенью. Это довольно старый сорт, 55-й год селекции его в США. Такой он красно-бордово с малиновым. Хочу сказать, я никогда не думала, что так трудно снимать с красным оттенком цветы. Столкнулась, у меня и роза там одна расцвела, очень красивая. И вот пион, какой бы ракурс я ни брала, цвет не передается. У этого сорта, что красивого, у него блестят вот эти лепестки. Видите, так на солнце как играет немножко блеск. Это такие лепестки и есть. Он прямо переливается светом. Его нельзя отнести ни к розовидным, ни к анимоновидным, потому что просто уникальная форма цветка. Лепестки как бы набиты друг к другу. У этого сорта, знаете, что хорошо? Он не выгорает, он вот такой, цветет долго довольно, а потом просто осыпается.
Расцвело у меня всего 2 цветка. Ну, какие они большие, красивые. Ну, хотя цветок не очень большой. Большой я вам покажу. До 20, 18 сантиметров. Я связала кустик, боялась, что ветрами поломает. Срезать вазу не хотела. Так ходила и любовалась каждый день. Блестят. Вот это светлые, это блики. Как-то надо почитать, как красные цветы снимать красиво, чтобы оттенок передавался. Вот на этом видео больше похож он на себя, какой он есть на самом деле. Представьте, когда будет огромный куст, как это красиво. У кого есть такой пион, я вам прямо завидую. У меня только появился. Ну, а это пион Top Brush. Удивительный. Он когда в прошлом году первый раз цвел, когда был закрыт, ну, думаю, очередной бело-кремовый пион. А когда раскрылась середина, вот такая желтая с розовым хохолком, это просто подарок судьбы. Потом все больше и больше, вот эта макушка у него раскрывается. И видите, какой яркий желтый в этом году. Когда тепло, вот эти стаминодии, они немножко выгорают. Он как бы, ну вот как на этом цветке, он немного кремовый становится. А когда прохладная погода, цвета намного ярче. Ходила по саду, смотрю, что это у меня за кустик маленький расцвел. Я помню, что я покупала 2 Top Brush, но не могла найти, где же я его посадила. И этот цветок ни на кого не похож, да, какие-то хохолки и вверх, и вниз. А когда подошла к более такому крепкому кусту, увидела, вот он, молодые цветы у него, смотрите, как хохолки и вверх, и вниз одинаковые, нету розовых, просто кремовые. Если вы с таким столкнетесь, то не теряйтесь, это именно тот пион, Top Brush. Пион ароматен, долго стоит, но единственное, вот у нас дожди были и наклонились, они как губка впитывают лепестки в воду и очень-очень тяжелые. Красиво в срезке стоит. Ну и следующий пион, довольно старый сорт Урсинов. Куст более-менее компактный, до метра, поздний сорт. Очень любят его пчелы, ароматный, среднемахровый, он не сильно такой махровый, но и у него рядов 5, наверное, лепестков. Вот такой мне куст в этом году выдал. Просто невероятный. Вы посмотрите, сколько бутонов. Сейчас я вам покажу, как он цветет. У него по краю лепестков серебряная, как подводка, видите? Он любит немножко полутень. На ярком солнце быстро выгорает. Ароматен. Не сильно, но аромат пионовый есть. Прямо там 5 веток и такое количество цветов. Я ходила и не могла поверить, что куст вот такой у меня. Надо его поделить и где-то рассадить. Лилово-розовый такой. Ну, красиво серебряная вот эта подводка, да? Такой старинный сорт. Он и вообще недорогой, этот пион, а такой красивый. Я просто в этом году им была удивлена. Ну и следующая моя новинка этого года, и она зацвела и порадовала меня, Мисс Америка. Я вам покажу в конце этого описания сорта Мисс Америка сравнение с White Grace у меня отцвела. Полумахровый, цветок у него будет большой, но у меня только один цветок выдал. Я его посадила, честно говоря, зимой. Этот цветок, он у меня корнем покупался, и такой как бы слабенький. Не очень он меня впечатлил. Цветение я не ожидала. Но он выдал один цветок, и смотрите какой. Ну, прямо как сортовой. Показал, вот он я какой. Когда будет большой куст, там у меня еще посажен Макина Грант. Вот они вместе будут, как расцветут. Это будет волшебство.
По форме они с Макина Гранд похожи. Очень понравилась Мисс Америка. А вот пион White Grace. Немного похожий, но у White Grace более рваные лепесточки. Хотя тоже много рядов. Белый, но он как-то нежнее и ажурнее. Кстати, он у меня при пересадке, помните, я вам рассказывала, плохо перенес. Просто повяли все листья и все. Ну, думаю, дела не будет. Плохо укоренился в горшке был. Покупался. Но выпустил новые побеги. Вот такие. Значит, будет у меня и White Grace. Не погиб. Ну, а следующий пион, который я вам хотела показать, это Ангел Чикс. Пион розовидный, бомбовидный, розовый, с кремовой юбочкой. Такой очень высокий. Размер у него цветка до 18 сантиметров, но довольно крепкие стебли. Красивый Ангел Чикс, ароматный. Есть боковые бутоны. Он у меня тут возле кипарисовиков, ивоны, возле гортензии. Радует при входе. Ну, как-то нарастает не очень быстро. Вот это уже его третье цветение. Ну, где-то цветов 10 было у него. Ну, если считать с боковыми. А таких больших, красивых, по-моему, 5 цветов. Так облокотился на гортензии. Этот пион нравится. Но у него соседство такое, понимаете? Там рядом у меня такая красота нереальная растет, что когда заходишь, взгляд просто сам... голова сама поворачиваться в другую сторону, вот сюда, на дальнем плане. Это Ангел Чикс. А вот тут 2 куста слева и справа пересорт мой. Мне удалось определить его сорт. Помогли мне знакомые, агроном или кто там он занимается пионами. Мне сказали, что это Pink Giant. Розовый гигант. И оно так и есть, потому что у него бутоны размером с небольшой цветок какого-то сорта. Огромнейшие цветы. Больше 22 сантиметров. Цвет, смотрите, перламутровый. Это я сегодня утром вышла. У нас вот в дожде все. Так немножко пасмурно. Но вы посмотрите, какая красота. Запах парфюма дорогого, такой слабо ароматный. Он не такой, что сногсшибательный, но так приятно пахнет. И вы посмотрите по размеру, какие боковые бутоны. С кулак, наверное, пионы. Цветок очень красивый. Сорт Pink Giant. Я его, честно говоря, как-то и не встречала. Ну, слышала, но не встречала в каталогах, не останавливался на нем взгляд на этом сорте. И вот вам такой мне подарок. 2 куста у меня, и как-то один более крупный кустик, а другой послабее. Сорт высокий. Вот моя рука, и вы видите, какой цветок. Тут, ну, я не мерила, но, наверное, 25 сантиметров точно будет. Когда намокает, что ни странно, он прям не падает, слегка клонит голову. Вот и Ангел Чикс, и то Браш, они прям валились, а этот нет. Еще у меня один First Arrival. Вот вам опять пересорт. И скажите, что лучше? Или в горшках покупать, чтобы цветочек был, ты убедился в сорте, но вот без наросшей корневой системы, как у меня получилось с White Grace, как бы он мог и не выжить. А в горшке он лето не пережил бы такую жару, полив. В горшке пионом, ну, как бы не есть хорошо. Или покупать корнем с 3 почками, а потом 3 года ждать. И вот, ну, хорошо у меня First Arrival, а могло же получиться что-то другое. Это, кстати, должен был быть Canary Brilliance. Ну, думаю, мне с Бордзеллой повезло, и там у меня еще лимон-шифон пождет меня. Еще не цвели. Ну, вот такой неопознанный мой сорт.
Красиво цвели пионы, цвели не все. Стоят по нашей лестнице недоделанной сходить, собаки хотели. Я жду еще цветения в следующем году новых 10 сортов. И все-таки я склоняюсь к мысли, что, наверное, можно в горшках покупать пионы. Во всяком случае, то, что заказал, то и приехало с цветком. Ну, пишите свои комментарии, как у вас пионы отцвели. Погода. Ждем не дождемся, когда уже лето начнется. Этот сорт не знаю, как назывался. Этот неопознанный. У меня много сортов неопознанных, к сожалению. Всего хорошего. До встречи в следующем видео.